Всем привет, всем здравствуйте, с вами как всегда Гаррис, и добро пожаловать на мой канал. Ребят, сегодня вот такой вот пробный видосик по Spintire Mud Runner, а конкретно по модификациям. Что-то я подумал и решил запустить такую серию видосиков. Ну, посмотрим по первому видео, как пойдет, и стоит ли продолжать или не стоит. Это на самом деле пока что именно пилотное видео по данной тематики. И сегодня я бы хотел поговорить с вами, точнее немножко рассказать вам про такую модификацию, как ГАЗ-63П. Чуть-чуть позже мы окунемся, то есть у нас будет из двух разделов, скажем так, состоять небольшой обзорчик. Сейчас мы посмотрим на модельку внешне, посмотрим, что на нее можно подцепить, что идет вместе с ней, какие аддоны. После чего немножко окунемся в историю, и я совсем чуть-чуть расскажу вам про историю данной модели, потому что, как показал стрим, это в принципе интересно вам послушать. Итак, давайте посмотрим. Моделька сделана очень хорошо в плане того, что прорисована внешне очень качественно. На самом деле сразу же вижу одну неточность, хотя опять же эта неточность относится к обычному ГАЗ-63, а не варианту ГАЗ-63П. Возможно, здесь я не прав, но информацию я не нашел. Хотя нет, ребят, все правильно. Вот, я не заметил этот топливный бак поначалу. У него действительно было два топливных бака. Один располагался под сиденьем, и второй топливный бак располагался на раме. Общий объем составлял 195 литров. В игре, вот конкретно в этой модификации, ссылочка на которую будет в описании к видео, у нас версия P. ГАЗ-63П был именно сидельным тягачом. То есть это был сидельный тягач. Были версии как двухскатные, это основная часть версий. Также была версия и односкатная, их было достаточно мало. Звуки. Звук запуска двигателя свой, и в принципе он идентичен тому, что было в жизни. Машина запускалась достаточно тяжело. В общем, как вы все и слышали. По функциям. Ничего открыть-закрыть у нас дополнительно нельзя. Как вы видите, мест крепления лебедки 3. 2 спереди, 1, собственно, к задней части рамы. Вид из кабины присутствует. Единственное, что панельку я вот не вижу, как она прорисована, потому что у меня стоит модовская немножко панелька, но она там присутствует. Присутствует ключ зажигания, энное количество тумблеров. И даже какие-то картиночки там у нас имеются. Ну и аскетичное, соответственно, состояние салона. Так оно и было в 50-х, 60-х годах. Ребят, в принципе, внешне, ну, мы видим с вами также злую резину. Прорисован у нас кардан, как минимум передний. Просмотрим, да, он у нас действительно вращается. Анимация дыма, все это имеется. Прекрасно. И давайте посмотрим, что мы можем к нему подцепить. У нас есть блокировка дифференциала, у нас есть полный привод. Все это действительно было в живой машине. Правда, блокировка межосевого дифференциала, опять же, ставилась, но не на все автомобили. Но есть информация, что она все-таки была, потому что по разным источникам есть информация, что ее не было абсолютно, а по некоторым информациям, что она была. Но так как машина изначально ГАЗ-63 делался для военных, а народохозяйственной моделью был ГАЗ-51, с которыми степень унификации 80%, то подозреваю, что здесь все-таки было. Но все, хватит пока с этим делом. Давайте посмотрим, что нам можно сюда повесить. Итак, у нас есть кривой стартер, который добавляет нам 100 очков ремонта. Кстати, кривой стартер анимирован, он туда-сюда вращается. Так, что это у нас? Седло. Ну да, седло нам понадобится, так как у нас сидельный тягач. И основная часть всего, что мы можем повесить, у нас именно, скажем так, полуприцепы. Дополнительные очки ремонта у нас вешаются на крышу. И давайте посмотрим, что у нас есть по прицепам. ГАЗ-707, полуприцеп. Насколько я помню, он даже назывался активным одно время. Полуприцепом, пожалуйста, можем мы возить короткие бревна. 3 очка.
такая вот штуковина. Дальше, ну, кривой стартер. ПАЗ 744. 4 очка гаража. Так, нам нужно повесить знак. Чтобы повесить знак, нам надо убрать вот эту штуку. То есть для некоторых прицепов обязательно вешаем знак. Знак, по-моему, автопоезда. Это, да, он даже знак АП называется. ГАЗ 744, пожалуйста, у нас выглядит как полуприцеп, будка с надписью промтовары. То есть это такой магазин на колесах. Мы можем привезти 4 очка гаража благодаря ему. ГАЗ 744П. Тентованный полуприцеп. Двускатный. В принципе, выглядит тоже очень красиво. Неплохо нарисовали тент. 400 литров и 1000 ремонтных очков. Прицеп-цистерна. Ну, мы с вами прекрасно понимаем, что перевозит он у нас топливо. И вмещается в него 3000 очков топлива. Так, что у нас дальше? Т-213. Полуприцеп для перевозки транспорта. Судя по всему, либо просто низкорамная платформа. На самом-то деле. Так, давайте чуть-чуть назад. Прицеп приписано на номере. Позволяет он нам, опять же, возить 3 очка коротких бревен. И бортовой полуприцеп аналогично на 3 очка у нас коротких бревен. Давайте мы сейчас пока поставим сюда с вами прицеп цистерна. Заправим его. И поедем, после чего я, собственно, начну вам немножечко рассказывать про историю данного автомобиля. Покатаемся по полигону, посмотрим, как он идет, как он себя ведет. Но на основе того, как я покатался, честно скажу, ведет автомобиль себя очень неплохо. Обладает неплохой проходимостью, неплохой управляемостью. В этом плане как бы ему респект, как говорится, и уважуха. Единственное, что вот в полуприцеп 707 в свое время мне понадобилось, чтобы его забить, уложить 6 бревен коротких нужно. Итак, поехали. ГАЗ-63. Это советский автомобиль с колесной формулой 4х4. Создавался он, еще начал создаваться до войны. Так, ну, ребят, я не знаю, куда поехать. Давайте поедем, наверное, все-таки направо. Не катался еще по этому полигону, только скачал, поставил так для интереса. Так вот, создаваться он начал еще до войны, в 1938 году. Не имел в то время собственной кабины. И на шасси того, что создавали, в 1939-40-х годах устанавливалась кабина от автомобиля ЗИС-6 и ГАЗ-АА. То есть было ГАЗ-3А и ЗИС-6 были кабины, которые устанавливались на данный автомобиль. После войны в процессе доводки точно так же поначалу данный автомобиль не имел собственной кабины. И на него, в частности, на прототипы ставилась кабина от автомобиля Studebaker американского производства. Вот такая вот петрушка. Потому что, ну, кабину разрабатывали уже, скажем так, отдельно. ГАЗ-63 стал основным полноприводным автомобилем что советской армии, что в народном хозяйстве. Именно вот такой вот такого плана 4х4 в 50-х, 60-х годах. А серийное производство данного автомобиля началось в 1948 году. Немножко по техническим характеристикам, мои пардоньте, ребят. По техническим характеристикам. Данный автомобиль имел рядный 6-цилиндровый движок с 2 клапанами на цилиндр.
Соответственно, движок был четырехтактный. Вот, смотрите, нам уже, конечно, в подъем бы неплохо было бы немножечко и лебедочку. Ну, благо у нас есть Pentair Mod, он нам здесь и поможет. Не хватило нам на подъеме немного. Поедемте дальше. Так вот, рядный 3,5 литровый 6-цилиндровый движок мощностью всего лишь 70 лошадиных сил и крутящим моментом 201 ньютон-метр. Притом крутящий момент достигался на 1500 оборотах, а мощность на 2800 оборотах в минуту. Если это вам, конечно, интересно. Карбюраторный, соответственно, на то время двигатель. Все как, в принципе, стандартно для автомобилей тех времен. Имел четырехступенчатую механическую коробку передач плюс понижающую передачу с соотношением 1,96. Округлим немножко, там несколько цифр, но 1,96. Повышенная передача была равна единице. То есть мы имели практически вдвое пониженную передачу. На 90, скажем так, процентов пониженную передачу. Максимальная грузоподъемность данного автомобиля была 2000 килограмм. Но это версия ГАЗ-63 именно, не ГАЗ-63П. Ну и объем топливного бака у нас идентичен тому, что было в жизни. Объем топливного бака составлял 195 литров. То есть два бака 1 на 90 плюс на 105 литров. Два топливных бака. Далее. Автомобиль, соответственно, ну, как вы понимаете, имел рамную конструкцию. Тут вопрос, вообще вопросов никаких нет. Передний мост у нас отключался. И имел он у нас аж на 3 кардана. К переднему мосту, к заднему мосту и один промежуточный кардан между коробкой передач и, собственно, самой раздаточной коробкой. Прошу прощения. Также автомобиль оснащался системой спуска регулирования давления в шинах. Но единственное, что как бы спускать это одно, снижать давление, а накачивать его было сложнее. Для этого выкручивалась одна из свечей, туда вкручивалось специальное устройство для накачки, и таким образом вы подкачивали, собственно, подкачивали давление в колесах. Снижать давление можно было до 0,7 килограмма на квадратный сантиметр относительно классического рабочего давления, равного ни много ни мало, а 2,8. Единственное, что максимальная скорость при таком давлении составляла у нас 10 км в час, можно было двигаться, а ресурса шин хватило бы всего на 150 км, хотя при обычном давлении гарантированный ресурс шин составлял 10 тысяч километров. Вот такая вот петрушка, опять же, да, я сегодня буду использовать именно вот эту фразу, такую слегка советскую. Из особенностей данного автомобиля. По правой стороне от двигателя у нас вот здесь, соответственно, был лючок котла подогрева двигателя. Так как в то время для данного автомобиля, в принципе, единственным охлаждающей жидкостью была вода, ее часто, кстати, приходилось сливать. Да, ну как часто, зимой приходилось ее сливать. Так вот, чтобы двигатель запускался, в принципе, в морозы, можно было подогреть его. Сами понимаете, в советское время автомобили использовались в разных условиях и иногда весьма-весьма нещадно. Так вот, в частности, вот, болтающийся рычаг. Открывался лючок, запускалась паяльная лампа, вставлялась, и через котел прогревался двигатель, прогревался картер с маслом, прогревались цилиндры. Но если двигатель был сухой, то есть вы на ночь слили воду, необходимо было сначала залить порядка 5 литров воды в котел
И вся система охлаждения, соответственно, все прогревалось уже именно паром. Прошу прощения, чуть-чуть задумался. Про отопитель и комфортность, скажем так, условий рабочего места водителя немножечко. Да, кстати, глубина брода у нас достаточно небольшая, и урон водой наносится относительно быстро. Так, ну, мне кажется, что вот здесь мы с вами и не проедем, но попробуем. Правда, ну, действительно, мне кажется, что по двум автомобилям ГАЗ-63П у нас не заедет на них. Так вот, по поводу комфорта в кабине. О, нет, смотрите-ка, пополз. Но из-за того, что мы имеем базу такого размера, то есть либо слишком длинную, либо слишком короткую в данном случае, надолго нас не хватило. Ладно, лебедка forever, как говорится. И мы все-таки проползем. Так вот, воздух теплый благодаря электровентилятору. Ну, сюда мы залезли, вы посмотрите, ползет и ползет. Ну, задняя ось на нее давит, конечно. Тут сложнее все дела. Да, здесь сложнее. Передняя залезла, потому что она у нас разгруженная. Задняя у нас в данном случае загружена. И задняя ось уже не хочет туда заезжать. Ну-ка, назад. И опять же получаем не слабый урон. Так, понятно. Как же ты в прошлый раз-то сюда поднялся, а? Как же мы умудрились сюда подняться? Ну, наверное, потому что был включен полный привод, а сейчас я его догадался отключить. Так вот, теплый воздух шел только при включенном вентиляторе. Слушайте, теперь не хочет даже сюда забираться. Красота требует жертв. Теплый воздух при включенном вентиляторе шел только на лобовое стекло. Если вам хотелось, чтобы в салоне было тепло, в настоящем автомобиле вы бы этого не добились, а при движении нужно было поднять вот этот вот воздухозаборник, и тогда теплый воздух шел уже в ноги водителю, и в кабине становилось тепло. Ну, как говорится, все для людей. Летом же, ребят, для того, чтобы двигатель не перегревался, снимались данные боковые панели моторного отсека, и также стекла можно было поднять вперед и вверх. То есть нижняя часть стекол поднималась, водитель получал определенный ветерок. Ну и, соответственно, если пыльные дороги, конечно, еще плюсом к нему доставлялась никто иная, как пыль. Так, ладно, надо это дело нам объехать. Модификаций ГАЗ-63 было очень много. В частности, вот одна из них, на которой мы с вами катаемся, ГАЗ-63П. Но основной моделью стала односкатная варианта 4х4 машина с бортовым кузовом, с деревянными высокими бортами. Про модификации, ребят, я сейчас чуть-чуть постою, потому что про модификации я буду именно читать вам, а не рассказывать. Посмотрим на машинку. Про модификации. Итак, была модификация, оснащенная лебедкой с тяговым усилием 4,5 тонн сил и приводом через коробку отбора мощности. То есть, сами понимаете, это из раздаточной коробки, отдельный вал на нее.
повышенная, соответственно, снаряженная масса, и годы производства с 48 по 68. В 68 году уже сменилась машина ГАЗ-63 автомобилем ГАЗ-66. Данная модификация называлась А, и буквочка А ставилась плюсом к тем модификациям, где были смешанные. То есть, вот, например, следующий вариант, это ГАЗ-63D. Это именно сидельный тягач для работы с самосвальными прицепами. Не наш вариант, да. Была модификация Е. Это были шасси для автобусов КАВС и ПАЗ. На базе этого шасси строили автобусы, автолавки. В принципе, знаете, вот всем знакомый, если кто-то вот в 90-е, в 80-е уже помнит себя, скажем так, знакомые автобусы на базе ГАЗа, вот они начались, собственно, в частности, и с модели 63, хотя были и раньше еще на базе ГАЗ АА и EasySoft такие автобусы. Дальше. ГАЗ-63Э. Это модификация с экранированным электрооборудованием. Данная модификация, в частности, использовалась в военных целях. На базе данной модификации строились командно-штабные машины с, соответственно, радиооборудованием, радиолокационные автомобили, системы, собственно, управления войсками. Ну, вот командно-штабной, в принципе, автомобиль. С приставочкой А данные автомобили оснащались еще, соответственно, лебедкой. Модификация Убула, это у нас экспортная вариация. Также были АУ, ЭУ, АЭУ варианты. Но вы сами понимаете, как я и говорил раньше, все добавляется по буквочкам. В Советском Союзе это было логично с экраном, с лебедкой. Понятно, да? То есть очень много этих модификаций. Была вариант Ю, южная. В экспортном тропическом варианте, насколько я помню, там окна полностью можно было демонтировать лобовые. Немножко усиленная система охлаждения была и не было отопителя. Хотя в этом я могу быть неправ. К сожалению, полной информации по данным автомобилям я найти не смог. Также на базе ГАЗ-63 в свое время был разработан прототип. В принципе, в то же время, как разрабатывался ГАЗ-63, разрабатывался трехосный прототип. Назывался он ГАЗ-33 колесной формулы 6х6. Но в серию он не пошел, а ограничилось все выпуском одного опытного образца. Но его, в принципе, переднюю ось, конструкцию передней оси взяли за основу для выпуска ЗИС-151. Тоже автомобиль, на котором мы катались в одном из самых крайних, скажем так, стримов. На базе автомобиля ГАЗ-63 был выпущен в свое время БТР-40 на 8 десантников и 2 члена экипажа. Разница, соответственно, форсированный двигатель до 80 лошадиных сил. Не сильно, но как бы все равно помогло. Выпускался он с 50 по 60-е годы. И плюсом еще как бы в развитии именно ГАЗ-63, БТР-40, вот на основе данных автомобилей была построена БРДМ-1. Боевая бронированная разведывательно-дозорная машина. Узлы и агрегаты, опять же, выпускались на ГАЗе, и от ГАЗ-63 они, собственно, и были. Дальше, вариация П, полноприводный сидельный тягач, двускатная шиновка заднего моста. Также, как я и говорил, существовала с односкатной шиновкой. Производство 58-68 год. То есть, вот данный автомобиль, который у нас присутствует в игре, он производился в 58-68 года. Гора специальных автомобилей, то есть пожарные автоцистерны были, пожарные рукавные автомобили, санитарные автомобили. Собственно, пожарный автомобиль связи и освещения, цистерны для перевозки нефтепродуктов. Вот, пожалуйста, вам с прицепом вариант 63П. Была также версия ГАЗ-63 просто с бочкой, скажем так. Штабные автомобили, о которых я вам рассказывал, пожарные штабные. На базе автомобиля ГАЗ-63 также монтировались реактивные системы залпового огня. То есть вариант 14-17, 14-16 было. И еще несколько вариантов развития этих
реактивных систем залпового огня. Для народного хозяйства был вариант цистерны для перевозки молока. На базе автобусов, которые выпускались на базе ГАЗ-63, были автоперевязочные, медицинские автомобили и автомобили для перевозки, собственно, просто жителей деревень, сел по не очень хорошим направлениям, наверное, даже не дорогам, а направлениям в те годы. Маслозаправщики, шнекороторные снегоочистители, штабные автобусы, автомагазины, геофизические лаборатории и так далее, и так далее, и тому подобное. То есть автомобиль имел реально очень широкое распространение наравне с ГАЗ-51. Это, напомню, модель для народного хозяйства и имела только задний привод. Но если вот посмотреть то, что я сейчас вам перечислил, то большинство автомобилей, больше чем всех других модификаций, было выпущено исключительно для советской армии. То есть основная часть автомобилей из 474 464, что 10 автомобилей-то не довыпускали до круглой цифры полностью, вот, ушли, собственно, в военное ведомство. Вот такие вот дела. Ну и в 1968 году данную модель автомобиля уже сменила на конвейере, притом чуть ли не в тот же день, когда закончили производить последний ГАЗ-63, в производство пошел первый ГАЗ-66. Ну да, не пролазит он с такой цистерной, но извините, 3000 литров. Давайте чуть-чуть себя поддернем, если это нам поможет. А это нам не сильно и помогает. Мощности лебедки нам не хватает вытянуть себя. Поэтому едем назад. Да, ребят, по грязи автомобиль идет действительно неплохо. Но вот с данной версией, как вы видите, через бревна, через все перелазить ему тяжело. Но, опять же, 3000 литров для автомобиля 50-х годов. Лебедочка нам понадобится, но в целом вот по одному из стримов, где я использовал данный автомобиль, вы могли видеть, что по косогорам, по всему он едет очень неплохо, благодаря в частности широкой задней колее. И 3000 литров действительно спасает, особенно если вы играете в сетапе, скажем так, ретро-советских автомобилей. Использовали мы тогда у нас ЗИС-151, ГАЗ-63П и МАЗы 200 серии. В принципе, автомобили пересекались по годам выпуска, а некоторые, как, например, ЗИС-151, использовали часть наработок именно с ГАЗ-63П. Автомобиль был достаточно неприхотлив, двигатель был простой, но мощности двигателя, конечно же, зачастую автомобилю просто-напросто... Так, что тут у нас, грязька? Просто-напросто не хватало. Ну, как вы видите, легко достаточно он преодолевает эти дела, но хотя здесь ничего сложного и нет, это все-таки полигон. Ну вот, немножечко водички и грязи, по-моему, мы нашли. Давайте посмотрим, как он здесь поедет. Единственное, что я заранее переключусь на пониженную, максимально пониженную. И вот, собственно, на вторую. Автомобиль, хоть и модифицированный, не обладает какой-то сверхпроходимостью. То есть это откровенно не перекрученный автомобиль. На нем действительно бывает сложно. И кто любит покататься на хардовых картах, можете с радостью использовать. Вам должно понравиться на нем ездить. То есть вы видите, по грязи мы потихонечку, помаленечку, но выползаем с помощью пониженной блокировочки
Ну, а если нам не хватит пониженной блокировочки, мы спокойненько можем с вами использовать лебедку. Урон у нас до 400. Хорошо урон можно получить, соответственно, при падении передней осью на камне, когда мы коцаем конкретненько так двигатель, и в глубоких бродах. Но, как вы видите, потихоньку, помаленьку, на разных скоростях мы, используя рулежку, потихоньку пролазим через грязь. Автомобиль очень приятный в этом плане в управлении, очень приятный. Он, кстати, маневренный благодаря тому, что у него достаточно короткая база. Он даже с этим полуприцепом, он не длинный, он очень маневренный, очень приятно нарисован, все как и есть. Все автомобили для Советского Союза в то время ГАЗ-63П выпускались, ГАЗ-63 конкретно, выпускались в защитных цветах, потому что в случае конфликта, даже если он не состоял на службе в рядах советской армии, автомобили могли быть мобилизированы именно в ряды советской армии. Стоимость данного автомобиля составляла, насколько мне помнится, отпускная в районе 3330 рублей. Любили в то время круглые цифры, что было дороже, чем Москвич, но дешевле, чем Волга. Вот такие вот, ребят, дела. Кабины выпускались в вариантах поначалу в деревянных, обшитые черновой жестью, так как металла не хватало. Позже появились уже именно цельнометаллические кабины. Вот такой вот приятный автомобильчик, ребят. На этом я, наверное, завершусь. Ту информацию, которую я знал, которую я получил, в принципе, в ощущениях, я показал, как он у нас в принципе ездит. По грязи, как вы видите, он идет и идет. Иногда нужно активно порулить. В остальном машинка едет очень и очень неплохо. На этом я завершаюсь. С вами, как всегда, был Агарис. Оставляйте в комментариях, как вам такой формат обзорчиков модов. Собственно, с экскурсом в историю с небольшим. Да, и в следующий раз я, конечно, постараюсь как-то по-другому ее подать, если будет в следующий раз, потому что в комментариях я жду, это пилотный выпуск, если он вам понравится. В общем, ставим лайки, подписываемся на канал, пишем комментарии и до новых встреч. С вами, как всегда, был Агарис.